Mazda готовится представить новый кроссовер EZ60 в конце апреля на автосалоне в Шанхае. Главный рынок для новинки Китай, там же будет и производство. Mazda продолжает развивать электромобили вместе с китайским автогигантом Чанган. В прошлом году они выпустили заднеприводный лифтбэк EZ6, а теперь настал черед кроссовера EZ60. Это уже вторая модель, разработанная в рамках их давнего партнерства, которое длится больше 10 лет. Седан, кстати, уже вышел за пределы Китая под именем Mazda 6i. С кроссовером, скорее всего, поступят также отправят на экспорт, но под новым названием CX-6i. Первая совместная Mazda дебютировала год назад. Лифтбэк EZ6, который стал переработанной версией модели Shenlan SL03 от Чанган. Проект кроссовера начался сразу после этого, и вот перед нами серийная версия концепта Arata, представленного тоже год назад. В основе модели предполагается, лежит китайский кроссовер Shenlan S07 от Чанган. Mazda пытается создать еще один электрический кроссовер, надеясь, что он окажется более успешным, чем уже продающийся MX-30. Mazda EZ60 действительно выделяется оригинальной внешностью, характерной для бренда, но с уникальными акцентами. Спереди выделяется характерная радиаторная решетка японской марки. На самом деле, это скорее заглушка, потому что, скорее всего, в видеоролике компании показывают электрокар. К тому же, его двухэтажные фары и узкие задние фонари смотрятся весьма стильно. Изменения коснулись даже задней стойки крыши и капота, где появились вентиляционные зазоры. Для улучшения аэродинамики боковые зеркала заменены камерами, а дверные ручки сделали выдвижными. К тому же, Mazda представила этот кроссовер в новом фиолетовом цвете. Технические характеристики пока не раскрыты, но исходный Shenlan S07 по размерам напоминает Tesla Model Y. Длина 4750 мм, ширина 1930, высота 1625, колесная база 2900 мм. Как и лифтбэк, он использует модульную платформу EPA-1 с пружинной подвеской. На этой платформе могут строиться как электромобили, так и гибриды, где бензиновый двигатель не связан напрямую с колесами. Однако пока не ясно, появится ли последний силовой агрегат на других рынках. Ведь вышедшая Mazda 6i пока доступна за пределами Китая только в электроварианте. Mazda пока держит интригу и не раскрывает, что именно будет под капотом нового кроссовера EZ60. Но если ориентироваться на технические данные лифтбэка 6i, то можно ожидать похожее решение. Там стоят батареи на 68 и 80 кВт-часа, а задний электромотор выдает 244 или 258 сил. Для гибридной версии, ориентированной на Китай, добавлен атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 95 и задний электромотор на 218 лошадиных сил, с выбором аккумулятора на 19 или 28 кВт-часа. Есть надежда, что новый кроссовер получит и полноприводную модификацию, но официального подтверждения от Mazda пока не было. Новый салон кроссовера будет по духу похож на интерьер вышедшего лифтбэка от Mazda и Чанган. Ожидайте в нем 14 и 6-дюймовый сенсорный экран, крупнейший из когда-либо устанавливавшихся на Mazda, а также 10 и 2-дюймовую цифровую панель приборов и проекционный дисплей с дополненной реальностью. Все это, вероятно, перейдет и на новый кроссовер. Почти все кнопки будут также заменены на сенсорное управление, что придаст интерьеру современный и минималистичный вид. В плане отделки для лифтбэка предлагаются 3 варианта: теплые бежевые или черные из искусственной кожи для сидений. А более дорогая версия кроссовера, возможно, получит светло-коричневую кожу напа и элегантную замшу. Интересно, что стиль встроенных подголовников, скорее всего, сохранится и в новом кроссовере. Mazda EZ60 2026 модельного года, или CX-6i, как ее могут назвать за пределами Китая, это новая модель, которую мы ждем на шанхайском автосалоне. Точные детали появятся 23 апреля 2025 года, когда будет официально представлен этот кроссовер. После того, как он завоюет рынок Китая, вполне вероятно, что модель будет экспортирована в другие страны.
Интересно, что Mazda не останавливается на одном проекте и рассматривает еще 2 модели, которые разрабатываются совместно с Чанган. Так что мы, возможно, увидим еще несколько новинок в ближайшем будущем. На этом у нас все, но впереди еще много интересного. Друзья, ваш лайк и подписка – это как полный бак для нашего канала. Поддержите нас, чтобы мы продолжали радовать вас новыми обзорами. Делитесь своим мнением в комментариях, это помогает нам делать контент еще интереснее. Желаем вам только удачных дорог, полного бака и комфортных поездок. Оставайтесь с нами, до скорой встречи на канале.